Всем привет! В этом видео вы узнаете о том, как я проник нелегально в Великобританию. Узнаете о том, как я нелегально снимался в фильме «Игра престолов». И также я вам покажу достопримечательности Белфаста и Северной Ирландии. Полетаю на дроне, покажу цены, расскажу, как люди там живут, немножко истории и так далее. Надеюсь, каждый для себя найдет что-то интересное. Мой милый друг, да-да, я хочу тебя попросить именно об этом. Подпишись, пожалуйста. Поставь лайк этому видео. Это очень поможет развитию моего канала. Я подожду. Да-да, не спеши. Передвинь мышку и нажми на кнопочку. Или двинь своим большим пальцем и нажми на кнопочку. Подпишись на мой канал. Ну что, подписался? Тогда погнали. Итак, мое путешествие из столицы Ирландии в столицу Северной Ирландии заняло меня порядка 2 часов. И домчал меня в северную столицу мой старенький, добрый Ситроенчик. Если вы турист, что не любит арендовать автотранспортные средства, то вы можете всегда воспользоваться общественным транспортом, автобусом, либо поездом. Он домчит вас также за 2 часа до Белфаста, и потратите вы на это от 10 до 20 евро. Вокзал и автобусная станция находятся рядом с отелем «Европа». Чем он известен? Известен он тем, что в нем произошло около 30 взрывов. То есть в него террористы всегда закладывали бомбы, и около 30 раз он взрывался. Ну, после 30 раз-то он неплохо сохранился. Такие тапчики. Я бы жахнул, пай. Ну, что за баранки? Ну, мы пока прогуляемся, все выйдет. Что, хочешь зайти на суперкоттедж, правда? А можем зайти? На нем приколимся. Как пошли. Ты стал ты, да? Hi, can I have a half pint of juice? Ладно, одним словом, и я не удержался и зашел в этот барчик. Как видите, фотографы любят заглядывать в этот барчик. Очень живописный бар находится напротив входа в центральную станцию, напротив отеля «Европа». Точно не пройдете мимо. Также, видите, местная АБВГДейка присутствует на потолке. В принципе, довольно-таки типичный ирландский бар с небольшими комнатками, которые вы можете арендовать на определенное время, прийти в своей компании и, собственно, посидеть. Никто вас не потревожит. Дикое бабье меня атакует. Что? Ну да. Дикое британское бабье. Видимо, немецкое тоже. Да, давайте разберемся, откуда взялось на этом свете 2 Ирландии. Да? Собственно, Ирландия – это островок рядом с Британией, с Великобританией. Кто не знал, да-да-да, Ирландия не является частью Великой Британии. Вернее, она когда-то ей являлась, но последних 100 лет нет. Тем не менее, история проста. Одним словом, ирландцам изначально не повезло. Они оказались соседями Великой Британии. Как мы знаем, это большая империя, что любила всех захватывать. И первым делом они захватили соседей. Неудивительно, да? Собственно, контролировали они их порядка 1000 лет, поставили своих лордов, армию нагнали и так далее.
до Первой мировой войны, когда англичанам пришлось отвлечься на войну мировую, и в этот момент ирландцы замутили революцию и отжали свой остров назад. Но не тут-то было. После революции настала гражданская революция, и часть ирландцев захотела остаться в Великобритании. Это северная часть, по большей части это протестантская часть. Да, тут замучено, да, тут как бы все дело немножко в религии, да, между католиками, протестантами и так далее, да. Ну, об этом мы еще поговорим. Тем не менее, 6 областей осталось в Великобритании, остальная часть стала свободолюбивой Ирландией, где я, собственно, и обитаю. Но сегодня я вам расскажу о том, как я нелегально проникнул в Северную Ирландию, что является Великобританией. Ну вот, я официально в Белфасте. Сити-холл за моими плечами. Сейчас похожу, поснимаю его, а потом попробую полетать из какой-нибудь укромной улицы. Я взлечу и потом прилечу на дне, чтобы не заболеть. Великолепный ракурс, не правда ли? Так бы и застрял бы здесь на часок. Нужно еще много чего увидеть и, естественно, показать вам. В 1888 году Белфасту было присвоено звание города, и в честь этого было решено построить новое здание Сити-холла. Строительство здания в стиле барокко было завершено в 1906 году. Кстати, в Южной Африке имеется точная копия этого здания в городе Дурбан, также Сити-холл. И вот на ваших экранах типичные такси британские, черненькие кабы. И за счет этих такси вы сразу чувствуете, что вы находитесь на британской территории. Автобусы, кстати, здесь розового цвета, в отличие от красных британских. И куча шумных английских туристов на непонятных транспортных средствах. Что-то я как-то забрел на пенсионные пати. Здание Сити-холла, королева Виктория и герб города Белфаст. Конек-горбунек! Сквер памяти и также мемориал погибшим на Первой и Второй мировых войнах. Располагается на территории Сити-холла. Одним словом, если вы когда-нибудь окажетесь в Ирландии, то вам жизненно необходимо посетить Белфаст и Сити-холл. Так ирландцы изучают, как тут нужно соблюдать личную гигиену. Сити-холл – публичное место. Собственно, летом вы можете свободно прийти и посидеть на травке, позагорать, выпить что-нибудь горячительного, либо охлаждающего, кому что больше нравится. Ну, а зимой, в канун Рождества, здесь проводится ярмарка. Вот она, собственно, Виктория. Дикое английское бабье на каникулах, да? Дикие люди, англичане, эти саксы, а? Понаехали в мою Ирландию, а? Оккупировали, так сказать. Аннексировали, так сказать, Северную Ирландию у нас, редиски. Там девичник, они используют... Нету на них освободителей.
пахнет газонами. А вечность пахнет нефтью, как говорил классик. Я, короче, когда в кино снимался, мы как-то после съемок засели в баре здесь. И, собственно, мы уже так изрядно поддали и поехали в хостел, заказали такси приехало, сели в такси, поехали, а таксист оказался литовцем. И литовец всю дорогу пытался мне втюхать ящик пива. Но мы уже были изрядно так поддатые и отказались от этого ящика пива, но он оставил телефон, говорит: ребята, если надо, в любое время, так сказать, наберите, подвезу. То есть здесь после 10, как и в нашей Ирландии, тоже не продают алкоголь. Цивилизация, то есть рекламный баннер. А тут можно, собственно, видно, нет? Можно телефон подзарядить. Ох, я помню, пришлось мне пару раз бежать по этой улице, чтобы успеть на автобус до Дублина. Он ходит где-то раз в час. И очень хотелось торчать час на станции. Например, наехал я в Белфаст и направляюсь в сторону маркета Святого Георгия, рынка Святого Георгия. Он известен тем, что ему 100 лет, и в 3 часа он закрывается, поэтому первым делом иду туда, посмотрим, что это за чудо. Ну, похоже на обыкновенный рынок. Известен он только тем, что ему 100 лет. И все. Оливочки. И торопись, покупай живопись. Налетай, торопись, покупай, живопись. Девеет, это инстинкт. За 40 фунтов. А ну-ка, любители винила, скажите, это дорого или дешево? Короче говоря, рынок как рынок, ничем не отличается от рынка в вашем городе. Единственная достопримечательность его — это то, что ему 100 лет. Ну, в туалет сходил на халяву. Ну, сейчас пою. Заморосил дождик, и ближайшим укрытием послужило нам это розовое уютное кафе. Ну и куда же без футбола? Нет жизни без футбола, не так ли? Одним словом, в Ирландии почему-то большая часть футбольных болельщиков болеет за Ливерпуль. Ну, наверное, добрая половина. А также большая группа болельщиков поддерживает Celtic. Вот, собственно, 2 фэн-магазина рядом друг с другом. Фанаты Рейнджерс. С вами фанаты Рейнджерс здесь. Рейнджерс фанаты. Рейнджерс FC. Спрашиваю я тут как-то кореша, ирландцев. Говорю, а что вы там все за Celtic болеете? И он мне расскажет, что Celtic — это католики, а Рейнджерс — это протестанты. То есть, собственно, вот этот бар был с баннером Rangers и с британскими флагами. То есть такой протестантский.
В этом городе все имеет название Queens и также название Виктория. Если это госпиталь, то госпиталь королевы, либо госпиталь Виктории, университет королевы и так далее, и тому подобное. Одним словом, Британия. Итак, университет королевы в Белфасте. Университет входит в группу Russell. Это группа из 20 ведущих исследовательских университетов Британии. Университет был основан в 1810 году. А основное здание было спроектировано Чарльзом Ланьоном. Не знаю, как вам, но для меня это здание, наверное, занимает второе место в Белфасте после Сити-холла. Также университет входит в десятку старейших университетов Великобритании. Да, и каким-то чудом, когда мы добрались до университета, оказалось, что в этот день вручения дипломов, так сказать, попали на сабантуй. Ну и куда без церквухи-то? Без церквухи-то никак. В Ирландии никак без церквухи. Обязательно должна быть церквуха. Нагулявлился Леха, проголодался. И вот решил потрапезничать в этом уютном вьетнамском ресторанчике. Почему я выбрал его? Потому что в этом ресторанчике сидели вьетнамцы, китайцы и так далее. То есть, если восточные люди сидят в восточном ресторанчике, значит, это хороший ресторанчик. Цены, я бы сказал, классические, вполне приемлемые. Одним словом, мы потратили около 25 фунтов за этот ужин. Говорится, были хэппи. Понаел, заполнил полость рада. То есть все шикарно. Рекомендую очень этот ресторанчик всем. Вот набрел вот на такой вот уличный арт, так сказать. Видите, тут изображен автомобиль с такими открывающимися вверх дверями. Не поверите, в Ирландии в 70-х годах была промышленность, причем автопром. Правда, выпускался он недолго, этот автомобиль, и его сейчас просто не найти. Я, если честно, ни разу не видел на улице. Но это тот самый автомобиль, что снимался в фильме «Назад в будущее». Такая вот точная копия Биг Бена имеется в Белфасте. Вообще-то эти часы называются Альберт Мемориал Клок, то есть часы мемориала Альберта или что-то в этом духе. Находятся эти часы буквально в 15 минутах ходьбы от Сити-холла, а то и 10 минутах, буквально в 2 шагах от живописной набережной реки Лаган. Установлены часы были в 1869 году. Не знаю, как вам, а мне очень уж эти часы напоминают Биг Бен. Для любителей селедки на набережной имеется, так сказать, такая вот синяя, здоровая, так сказать, селедочка.
Установлена эта селедочка в 1990 году. Длина ее порядка 10 метров. Рыба покрыта керамической плиткой, на которой изображены исторические факты и моменты истории Белфаста. Также в рыбе имеется капсула времени с историей города для будущих поколений. На ваших телеэкранах вы можете наблюдать два гигантских крана, что стоят в портовой части города, так сказать, индустриальная такая достопримечательность города Белфаст. Один имеет название Голиаф, а другой носит гордое название Самсон. Высота каждого крана около 100 метров. Так сказать, направляюсь в сторону музея Титаника. Северная Ирландия удивительная страна. Гордится кораблем, который они построили. И в первом же плавании он затонул. И они до сих пор им гордятся. Уже 100 лет. Удивительно, не так ли? Вот он музей, и вот надпись «Титаник». Она, причем, ржавая, очень подходит к самому кораблику и ко всей этой истории. К истории корабля, который был построен и в первом же плавании затонул. И все до сих пор им гордятся. С ума сойти. Вот это так называемый музей Титаника. Лучше потратьте время в местном барчике и насладитесь местным пивом, чем тратить время здесь. Это полная фуфло, реально. Вот так вот ремонтировали кораблики. Загоняли, откачивали воду и, видимо, перекрашивали и так далее. Вот какая-то древняя хрень, полусгнившая. Кораблик называется «Намадик». Как тут написано, младшая сестра Титаника. Итак, «Титаник» студия. Это та самая студия, на которой проходили основные съемки телесериала «Игра престолов». Именно в этих бараках базируются департаменты спецэффектов, оружейники, костюмеры и так далее. Эта непонятная конструкция является зеленым экраном, что частенько используется в синематографе. Паром нам все-таки напоминает, что Белфаст – портовый город, и мы находимся на острове. Сами павильоны студии расположены в бывших судоремонтных зданиях. И внутри они все увешаны зеленым, так сказать, экраном. Непроста и неказиста жизнь простого советского артиста. Совсем одичал на острове. Короче, Белфаст для меня не только туристический городок, где ты можешь приехать на выходные, но и место силы, так сказать, где я провел 4 года, снимаясь в «Игре престолов». Бегал я здесь одичалом с пластиковым мечом и гасил двуногих. 4 года бродил по местным барам и работал. Платили неплохо, кормили неплохо, то есть, собственно, меня все устраивало и радовало. Пока сезон не Последний сезон мы не сняли, 8-й, и после этого мне пришлось найти работу. Но снимался я здесь, кстати, нелегально. Да и сейчас нахожусь здесь нелегально, так как у меня нету британской визы. Снимался я тоже без визы абсолютно. Как мне это удавалось? Здесь нет границы между Ирландией и Северной Ирландией. То есть я приезжал без каких-либо документов сюда, приходил на съемки, платили мне через PayPal либо банковскими чеками, то есть, собственно, тоже практически наличкой. Также я спрашивал у всех, кто работал в «Игре престолов», водителей, кто декорации строил и так далее, каскадеры, все получали через PayPal, то есть все получали кэшем деньги, то есть Северная Ирландия традиционно не платила налоги Британии, то есть я думаю, в этом фильме только актеры платили британские налоги, а мы на халяву, так сказать, получали кэш, и все были рады. Ну, кино вышло неплохим, не правда ли? На
набрел я тут на местный крейсер «Аврора». Не знаю, стрелял ли он по Сити-Холлу или нет, но выглядит очень даже внушительно и прикольно. Как оказалось, название этого крейсера HMS Caroline. Крейсер был спущен на воду в 1914 году и прошел 2 мировые войны. И был списан аж в 2011 году. Так, Ребзи, я, здесь не только в кино снимался, но и по вечерам после съемок иногда прибегал посмотреть спорт за деньги. То есть я работаю статистом на различных спортивных соревнованиях. Ну и, собственно, вот в этом стадиончике ходил на хоккей. Местная хоккейная команда играет на этом стадиончике. Участвуют они в английской лиге. Честно говоря, хоккей здесь так себе уровня. 1-2 европейцы играют в первой пятерке, а дальше что-то совсем туго. Но смотреть можно, дети рады, и все хорошо, шоу организовано очень прилично. Если говорить о спорте, в северной части Ирландии более-менее популярен футбол, да? Немножко вот хоккейная команда есть и, естественно, регби. Регби, наверное, здесь самый популярный, футбол на втором месте. В отличие от нашей Republic of Ireland, у нас там есть специальные ирландские виды спорта, гелик-футбол. Помните, когда вы в детстве играли в футбол с девчонками, и когда у них не получалось, они хватали мяч в руки и бежали с ним, и забивали вам гол? Слегка напоминает, не правда ли? И хёрлинг. Дайте знать в комментариях, кому интересно узнать о ирландских видах спорта. В будущем постараюсь сделать о них ролик. На третьем месте, наверное, регби. И на четвертом только футбол. Регбийная команда Северной Ирландии, кстати, играет в ирландской лиге. А вот хоккейная играет в британской. То есть Северная Ирландия такая двоякая страна тоже. Ну вот мы и добрались, наверное, к самой грустной части этого видео, к стене в городе Белфаст. Да-да, этот город разделен стеной пополам. Одним словом, одна из частей этого города протестантская, а другая католическая. Я, кстати, до того, как посетить Белфаст, и не знал, что здесь два стена. Я вообще раньше думал, что стена только в Северной Корее и в бывшей Германии, ГДР, да. Если вы знаете больше городов, дайте мне знать. Абдуллах Аджалан, политический заключенный, лидер рабочей партии Курдистана. Местная рабочая партия. Как видите, в данный момент здесь все совершенно спокойно. Сюда привозят туристов. Это больше туристическое место, чем действующая стена. Хотя по разные стороны до сих пор живут протестантские семьи и католические. Солидарность Ирландии и Палестины. Интересно, в чем она выражается? Только в этом граффити или кто-то реально готов умереть за Палестину? Эта стена имеет название «Стена мира». Такие стены имеются не только в Белфасте,
ну и в других городках Северной Ирландии. Как видите, в данный момент мы находимся с католической стороны этой стены. На ваших телеэкранах вы видите много, так сказать, левацких граффити. Граффити с тематикой из разных регионов. А вот, кстати, ворота, на которых всегда раньше стоял патруль из британских военных. Но в данный момент патруля нет, но ворота до сих пор действующие, открываются и закрываются. И нужно знать расписание. Я чуть было не угодил в западню. А всему виной воображаемый друг. И у каждого он свой. И кто-то считает, что его друг лучше другого. Вот мы перебрались на сторону протестантскую. Как видите, флаги уже пошли британские. Местами стена достигает 8 метров. Это сделано для того, чтобы коктейли Молотова не перелетали. С протестантской стороны она, конечно, не такая туристически живописная, а больше такой уличный арт присутствует в полном объеме. Ну, как вы догадались уже по граффити, мы вернулись на католическую сторону стены. В принципе, как только ты уезжаешь из центра города, ты начинаешь чувствовать это противостояние. Оно до сих пор и везде в воздухе, на стенах домов, граффити, церкви, люди, даже вот барбершоп. Да, видите, как расписан. Сразу понятно, на каком-то районе. Явно район католический, с такими флажками. Какой все-таки красивый арт с одной стороны и печальный с другой стороны. Собственно, на баре арт в виде похорон республиканца. Видимо, IRA. Вот такой католический район. Вплоть до 1998 года велась подпольная война, я бы сказал, между IRA, освободительной армией Ирландии, так сказать, националистами за то, чтобы объединить всю Ирландию, да, и протестантами, теми, кто хотел остаться в составе Великой Британии, это эти 6 областей на севере острова. Все эти события в основном происходили в Белфасте, в столице Северной Ирландии. Множество взрывов, террористических актов и так далее. Они уже даже переместились, эти террористические акты, в Лондон. И тогда уже Великобритания решила подписать еще один договор с Ирландией, вот с этими террористами, так сказать.
И в договоре, я бы сказал, очень умно было прописано то, что если все жители Северной Ирландии или большинство жителей Северной Ирландии захотят выйти из состава Великобритании, они вполне это могут сделать в любое время. Но, собственно, как вы видите, Северная Ирландия до сих пор в составе Великобритании, а Ирландия так и осталась свободной Ирландией. Одним словом, север этого острова принадлежит Великобритании. Ладно, хватит о грустном. Ирландия знаменита также своими замками. Итак, замок Белфаст располагается на холме в лесопарковой зоне вблизи города Белфаст на высоте 120 метров над уровнем моря. Оттуда открывается прекрасный вид на весь город. Был построен в 1811 году. Многие местные жители любят посещать это место для вечерних прогулок, пробежек, да и просто насладиться видом города с высоты практически птичьего полета. Также в замке имеется кафе, в котором вы можете перекусить с видом на город и сад. Кстати, замок и ресторан в этом замке, собственно, сдается под свадьбы, различные мероприятия. То есть, если вы вдруг захотите отпраздновать свою свадьбу в замке, то вполне можете воспользоваться. Эх, великолепный замок в стиле шотландских замков. Не правда ли? Напоминает немного. Кошечка, вырезанная из куста. Одним словом, это кошачий сад. И собакам туда вход строго воспрещен. Ну и куда же в Ирландии без виски? Дистиллерия Bushmills – одна из самых старейших дистиллерий в Ирландии. Либо вы можете это называть вискокурней, либо как угодно, но на этом заводике делают виски. Винокурня находится в одноименной деревушке Bushmills. Если честно, я немножко обломался, когда приехал на винокурню. Она была закрыта для посещения в этот день. Не знаю, почему, надо было, наверное, проверить расписание, прежде чем туда ехать. Но если вы когда-либо окажетесь в Ирландии, обязательно сходите на какую-нибудь вискокурню. У нас их здесь очень много. Не пожалеете точно. Как минимум будете знать больше о виске и начнете немного разбираться в этом продукте. Редя, ты что надумал, что ирландцы очень хорошие продавцы. Они очень хорошо продают свою страну. То есть в каждом городе есть ирландский бар. Да, все пьют ирландское виски. Сюда приезжают миллионы туристов, хотя на этом острове больше 20 градусов не бывает. Всегда ветер и дождь, буквально ежедневно. Но
народ сюда приезжает. Да, и северные ирландцы не исключение. То есть корабль, который они построили в первом же плавании, затонул. Про этот корабль сняли 7 фильмов. Этот корабль все знают, да. Собственно, они даже музей этому кораблю устроили уже. Ну и, собственно говоря, «Игра престолов» сериал уже давно закончился, а они из него продолжают делать деньги. То есть здесь есть туры по местам, где снимали «Игру престолов», да. Причем есть приватные туры, которые стоят много денег. И вот я сейчас в одном из таких мест, аллея из буков, здесь снимали, по-моему, 2-й сезон, несколько эпизодов. Ну и, собственно, видите, 11 утра, и здесь полно народу. То есть вот так. Да, мне кажется, у ирландцев это что-то такое от цыган, мне кажется. Есть же ирландские цыгане. Они порой сами не понимают, мне кажется, что говорят. This is going to you, junkies, your giants. You junkies bastards, yeah. Right, this is going to you now. That you never had a son that had been on Ireland. Did you hear me? Итак, «Игра престолов». Табличка говорит нам о том, что здесь снимался первый эпизод 2-го сезона «Игры престолов». Также показаны кадры из этого эпизода. А ну-ка, скажите мне, кто смотрел этот сериал, и скажите мне, что вы думаете по поводу этого сериала. И, может быть, кто-то из вас видел меня на заднем плане в каких-либо сценах, начиная с 4-го сезона по 8-й. Ну, а если вы являетесь фанатом этого сериала, то вы просто должны посетить это место, так сказать, must visit. Экспроприировали у меня, так сказать. Зато теплые. Аллея из бука создает впечатление такого, так сказать, зеленого тоннеля. Один из жителей Северной Ирландии, Джеймс Стюарт, в 1775 году построил дом для своей супруги. И перед домом он высадил аллею из буков, чтобы подъезд к дому выглядел более фешенебельно. После съемок телесериала «Игры престолов» это место стало более популярно, получило мировую известность. И здесь отныне множество туристов. Вот я сюда прибыл около 11 утра, и здесь уже полно народу. Вообще очень приятное место для прогулки. Только вот мне немножко не повезло опять. Было очень ветрено, и мой дрон постоянно сносило. Но я надеюсь, вам понравятся мои съемки. Раз уж вы досмотрели до этого момента, поставьте нам лайк. Замок Данлюс, а точнее исторические руины средневекового замка. Замок был построен в 13 веке Ричардом де Бургом. Замок был построен на 30-метровой скале, что уходит далеко
в море. Одним словом, замок был абсолютно неприступным и соединял его с материком мостик, небольшой мостик. Кстати, можно найти изображение этого замка на обложке альбома Led Zeppelin 1973 года. Также съемки «Игры престолов» проходили в этом замке. Замок Пайк, дом Грейджоев снимали здесь. И некоторые кадры фильма «Медальон» Джеки Чана в 2003 году. Вообще, если вас интересуют исторические руины, то в Ирландии их полным-полно. Много монастырей, таких же замков по всей Ирландии. Буквально в каждом графстве вы найдете такой замок. В принципе, если вы фанат, вы можете посетить каждый из них. Если вы не совсем что фанат, я думаю, вам будет достаточно посетить одного. Потому что руины, они и в Африке, как говорится, руины. Везде выглядят одинаково. Наехал на камни. Ну вот я и добрался до Giant's Causeway, так сказать, мостовая гигантов. Это натуральный памятник природы. Одним словом, это базальтовые колонны, абсолютно созданные природой. Как вы видите, они шестиугольные. Высота у них достигает 12 метров. Одним словом, их здесь просто тысячи. И по ним можно свободно полазить, походить. Явились они на свет в результате древнейшего извержения вулкана. Этот памятник самой природы охраняется ЮНЕСКО и, естественно, правительством Ирландии. Одним словом, это такая вот достопримечательность мирового масштаба. Одним словом, если вы будете в Северной Ирландии, вы должны посетить это место. Также вы можете заказать тур, и гид проведет вас по этим камням, расскажет историю, наверное, из чего они сделаны и так далее. Но мы решили не тратить 15-20 евро на такие замечательные рассказы и просто пошли сами и посмотрели все это своими глазами. Находится эта мостовая в 3 километрах от поселка Бушмилс, где находится дистиллери, одна из самых древних в Ирландии. Так что можно убить 2 зайцев одним выстрелом, так сказать. Также тут имеется легенда к этому ко всему делу. Одним словом, какой-то местный ирландец решил повоевать с каким-то гигантом, который находился тем временем в Шотландии. До Шотландии здесь, кстати, недалеко. В ясную погоду можно видеть прям практически берег Шотландии, да? И он решил построить себе мостик. И мостик он строил вот из этих камушков. Но как-то так притомился, прилег. И гигант сам к нему пришел по этому мосту. Но его как-то в этой истории спасла, по-моему, его жена. Не буду вдаваться в подробности. Одним словом, легенда существует. Вы можете найти изображение этих камней на альбоме Led Zeppelin House of the Holy. Кстати, такие же камни и породы существуют на Курилах и Камчатке. Эти камни, конечно, феноменальные. Стоит, я думаю, посетить и увидеть. Если вы здесь будете, то вы должны просто сюда приехать и посмотреть на это. Но я не думаю, что за тур стоит платить. Проще заплатить за парковку, прийти сюда пешком. Короче, наехал я на какую-то лестницу веревочную неподалеку от Белфаста. Не знаю, понравится или нет, но удовольствие не из дешевых. 15 евро билет стоит на одного. Вот мы вдвоем взяли и вот нашли сюда. Сейчас попробуем пойти. Ну, здесь куча туристов. Прям мрак. Всем, видимо, нравится. Сейчас посмотрим.
Не знаю, ребзи, какое-то сомнительное удовольствие. Еще и очередь надо стоять здесь, прежде чем пройти. А тут, короче, полный. Подписался, я хотел, чтобы выйти. И как-то вот так вот оно. Сыкотно, конечно. Но идти надо, что, зря пятнаху платил. Так, ну, короче, погнали. Под колдош. Чувачки оккупировали клип. Я тут на острове Ромахи обнаружил. Забрел Леха в Ромахи. Конечно, не подсолнухи, но тоже неплохо, я считаю. Блин, теперь обратно еще очередь, да? Сомнительное, конечно, удовольствие за 30 евро. Короче, все, иду обратно по этой лестнице. Шатается довольно-таки. Неприятные ощущения. На обратном пути в Дублин я заехал в городок Хиллсборо, что находится в 20-30 километрах от Белфаста. Этот городок известен своим замком. Замок построен в георгиевском стиле. Построен он в 18 веке для семьи Хилл. Принадлежал этот замок до 1922 года одноименной семье Хилл. С 1922 года замком владеет государство, и на данный момент замок является резиденцией североирландского правительства. По определенным дням его можно посетить, но когда я добрался до этого замка, он был закрыт, но я, как видите, над ним полетал. Ну вот и закончился мой турчик по Белфасту и его окрестностям. Закончился он в ресторане города Даунтаун, что по пути из Белфаста в Дублин. Закончился он, как видите, с розочками. И, надеюсь, со вкусным ужином. Одним словом, пишите письма, господа, пишите мне комментарии, что вы хотите увидеть в следующих видео. И подписывайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите мне письма, пишите мне комментарии, что вы хотели увидеть в следующих видео. Всем удачи!